Доброго времени суток! Вас приветствует Лонфред, и сегодня у нас гайд на Заска. Понеслась! Пассивное умение «Уничтожение». После смерти Заск и порождение взрываются, нанося ближайшим противникам 500 единиц чистого урона, плюс 100% от магатаки. Первый скилл «Кошмарное порождение», прозванное игроками «Индюк». Заск призывает кошмарное порождение в выбранной области, которое автоматически атакует ближайшие вражеские цели и имеющие от 70 до 100% показателей Заска, в зависимости от уровня умения. После каждых двух базовых атак порождение активирует смертельный луч, наносящий продолжительный урон и постепенно замедляющий атакуемого врага. Если Заск отойдет от индюка далеко, тот исчезнет. Второй скилл – Кошмарное вторжение. Заск и порождение одновременно стреляют пронзительным лучом, наносящим магический урон врагам на пути. Если оба луча попадут в цель, она будет оглушена на полсекунды. Но стоит заметить, Заск кидает луч в выбранном направлении, в то время как индюк использует его на ближайшего противника. Третий скилл – Коллективный разум. Заск выпускает в указанном направлении цепочку мин, наступив на которые вражеские цели получают маг-урон и 80% замедление на 1 секунду. Ульта – Нисхождение Властелина. Заск вселяется в призванное порождение, значительно усиливая его характеристики. Если же индюк не призван, Заск моментально в него превращается. В ультимейте автоатаки используются автоматически. Первый навык перемещает порождение. Второй навык стреляет сдвоенным лучом, нанося повышенный урон, и все так же оглушая противников на полсекунды. Третий навык по-прежнему выпускает мины, но уже в несколько рядов. При использовании ульты повторно, Заск выпрыгнет из порождения в указанном направлении. После окончания ультимейта усиленный индюк превращается в обычного. Я рекомендую использовать эмблемы мага с первым перком «Мистический магазин», что ускорит покупку предметов. Из дополнительных спеллов выбираем между вдохновением, если вы предпочитаете агрессивную игру, либо Escape в виде спринта или вспышки. Если же вы решили использовать вдохновение, помните, его нужно прожать до активации ульты, поскольку в ультимейте дополнительные спеллы недоступны. Переходим к сборке. Индюк бьет магической автоатакой и имеет показатели хозяина. Поэтому будет логично собрать Заска в скорость атаки и магический урон. От этого и будем отталкиваться. Сапоги спешки увеличат скорость атаки на старте. Если не хватает МП, заменяем на обувь демона. Райское перо увеличит магатаку, скорость атаки, немного скорость движения, а благодаря пассивке автоатаки Заска будут наносить 40% от маг-силы как дополнительный урон. Божественный меч апнет маг-урон и позволит пробивать маг-защиту противника. Зимний жезл. Плюс к маг-атаке, ХП и броне, а главное это активный навык, делающий владельца невосприимчивым к любому урону и контролю на 2 секунды. Священный кристалл. Хорошенько бустанет маг-атаку и увеличит урон при использовании навыков. Последним слотом дублируем райское перо. Также можно взять предмет, говорящий с ветром. Он даст на 10% больше скорости атаки, чем перо, и увеличит скорость движения. А пассивка будет наносить немного дополнительного маг-урона. Но покатав на разных сборках, лично мне больше понравилось перо. Заск отлично чувствует себя на любой из линий и в лесу. Так что выбираем лайн, отталкиваясь от пика. Это я к тому, что тот же мид лучше отдать Гангеру, например, Гасену или Харли. Отстаивая лайн, чистим крипов и оттесняем противников на пару с индюком, особо не агрессивничая. После появления ульты чувствуется ап Заска, а именно, теперь он стал мобильным и более живучим, вследствие чего увеличилось количество комбинаций и тактик. Например, атакуя, ставим индюка рядом с противником, ультуем, станем, замедляем, и, если этот бедолага еще остался жив, он начнет делать тапки. В таком случае выпрыгиваем из порождения в сторону отступления врага, закидываем за него индюка и добиваем с двух сторон. Если же вы ультанули и чувствуете, что вы не вывезете,
Будучи в порождении, перемещаемся назад при помощи первого скилла. Выпрыгиваем из индюка, снова таки назад, и тапки делаем уже мы. Аналогично поступаем в тимфайтах, но аккуратнее. Ультанув, внимательно следите за здоровьем и временем действия порождения, поскольку усиленный индюк исчезнет, а за его выходки спросят с Заска. Также не забывайте, что при помощи первого навыка можно чекать кусты. Заск тонкий герой, а значит подвержен гангам. Именно поэтому в сборке зимний жезл. Так что в случае ганга держимся рядом с порождением, и когда противник ультует или использует контроль, прожимаем доп навык. А дальше по ситуации. Либо станем, либо ультуем, если конечно доступно. Отступаем, ну или на фонтан. Подытожим. Заск и до реворка был неплохим персонажем, но действительно хорошо на нем умели играть немногие. Теперь его упростили для более широкой аудитории. Так что с уверенностью можно сказать, что реворк пошел ему на пользу. Касаемо меты, я не думаю, что Заск будет сидеть в бане, но встречаться будет чаще, это точно. Ваши сборки, а также мнение касаемо реворка и самого персонажа оставляйте в комментариях. Буду рад почитать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить палец вверх, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ну а с вами был Лонфред. Всем удачи. Пока-пока.